Одна из главных достопримечательностей Лантау – это огромная статуя Тянь-Тань Будда в монастыре Палин. Лучший способ добраться до монастыря – это воспользоваться потрясающей канатной дорогой. Отправившись из Тунчхуна, всего лишь за 25 минут вы преодолеете почти 6 километров до деревни Нгонпин. Эта поездка благодаря великолепным панорамным видам станет одним из лучших моментов вашего пребывания в Гонконге. Канатная дорога называется Нгонпин 360, так как из кабин открывается обзор на 360 градусов. А некоторые кабинки являются почти полностью прозрачными и идеально подойдут для тех, кто не страдает от головокружения. Оказавшись на горном плато, вы попадаете в тематическую деревню Нгонгпинг. Лично мне там оказалось делать нечего, так как это просто несколько кафешек, магазинчиков с одеждой и сувенирами. Поэтому я сразу отправился к статуе Большого Будды, восседающей на цветке лотоса, и которой ведут 268 ступеней. Говорят, сложно подниматься, но я бы не сказал. Может, только если человек совсем в возрасте или имеет проблемы со здоровьем, к тому же всегда можно отдохнуть. Высота самой фигуры 34 метра. Отлита она из бронзы по частям. Вес 250 тонн. Является одной из самых больших статуй в мире. Пройти мимо сложно, еще из вагончика канатной дороги она будет издалека видна, да и потом тоже от нее никуда не скрыться. Но везде есть указатели, если вдруг заблудитесь. С площадки, где сидит Большой Будда, откроются бонусные виды на южную часть острова Лантау для тех, кто сюда добрался. Кругом горы, красота, рекомендую. Деревни, в которую вы прибудете, представляют собой тематический парк. Он был создан для развлечения многочисленных туристов и включает в себя аттракционы виртуальной реальности, показ фильмов в формате 4D, различные шоу каскадеров, раскрывающие секреты невероятных сцен единоборств в фильмах, и многое другое. Если вы не очень хорошо знакомы с буддизмом, то вы сможете узнать что-то новое об этой интересной религии. Неподалеку находится монастырь Палин. Монастырь был основан приблизительно 100 лет назад, но большая часть его зданий была построена начиная с 70-х годов. Два самых примечательных сооружения – это главный храм и храм 10 тысяч Будд. А когда вы преодолеете 268 ступенек, ведущих вверх, перед вами предстанет огромная статуя под названием Большой Будда, в постаменте которой расположен храм. Эта статуя также известна как Тянь-Тань Будда, при этом Тянь-Тань означает храм неба. Будда изображен сидящим на лотосовом троне, а его правая рука поднята в благословляющем жесте.
Высота статуи, сооруженной в этих годах, составляет 34 метра, включая основание. Тело Будды собрано из 160 бронзовых частей, а его голова изготовлена из сплава бронзы и золота, чтобы она ярче блестела на солнце. Статуя Будды, медитирующего в позе лотоса, покоится на трехярусном пьедестале. Этот пьедестал создан по образцу платформы зала молитв о богатом урожае в храме Тяньтань, то есть в храме Неба, который находится в Пекине. Внутри статуи находится храм, где вроде как хранятся частички реального Будды, и именно поэтому сюда стекаются буддисты со всего мира. Чувствуется, что место намаленное, несмотря на большой поток туристов. И здесь как-то по-особенному хорошо и легко. Забываешь, что совсем рядом есть большой и шумный Гонконг. Рядом со статуей гигантского Будды есть буддийский монастырь Палинь, действующий и весьма почитаемый. Я торопился и пошел дальше к тропе мудрости. Она представляет собой тропинку в виде восьмерки, символ бесконечности, вдоль которой стоят 38 огромных деревянных столбов метров по 10 в высоту. Располовиненные стволы деревьев, с вырезанными на них китайскими иероглифами. Данные надписи – это сутра сердца, древняя мантра с буддийской мудростью. Думаю, буддистам будет проще оценить сию тропу. Выглядит необычно, но ожидал я немного другого. Этого я, конечно, не ожидал. Ко мне подойдет священная корова. Это, наверное, знак. Корова тут священное животное. И почему-то она выбрала именно меня. Любопытный факт: если после осмотра культовых сооружений и других достопримечательностей у вас пробудился аппетит, то вегетарианский ресторан при монастыре приятно удивит вас своей прекрасной кухней. Как я понял, обычно на этом поездка в Нгонгпинг у многих заканчивается, однако, горы тут, можно сказать, исполосованы облагороженными тропами для трекинга, как и у пика Виктория. Поэтому, если есть желание в комфортных условиях опробовать, дорожки достаточно ровные и везде есть карты и указатели, горные прогулки и побродить по джунглям, то здесь самое место и время. Конечно, до реального трекинга будет далеко, но я уверен, что лайт-версия не менее интересна. Вот такой он Гонконг. То закатанный в бетон, то природно-походный. Маршрутов тут действительно много, начиная от небольшого круга вокруг Нгонгпинг, заканчивая пересечением всего острова с ночевкой в палатке.